Всем привет, народ, с вами Олег Пазл, и в этом выпуске я коснусь не только игровых новостей, но и других новостей, которые касаются всех нас, а именно с политической темой. Если вы зашли сюда, чтобы узнать новости игр, тогда можете переходить по этому тайм-коду и смотреть сразу то, что вас интересует. Ну а я хочу затронуть близкую для меня тему, которая происходила в моем родном городе Ярославль, в котором я и родился, если кто не знает. Многие меня зрители встречали в этом городе, и я с ними там делал фотографии, что-то еще, но немногие знают, что происходит прямо сейчас. Сегодня в новостях появится наш депутат Дмитрий Петровский, который решил подать заявление в Следственный комитет на Юрия Дудя за его пост в Инстаграме. Юрий Дудь — это примерно 8 миллионов подписчиков на Ютубе, примерно 10 миллионов на каждое видео, и ярославский депутат подает заявление на него для того, чтобы выдать ему год исправительных работ и штраф за пост, внимание, в котором Юрий Дудь просто не был согласен с тем, что сейчас происходит с поправками в Конституции. И если кто живет в Танке или не в России, прямо сейчас в Конституцию принимают поправки, такие голосования на пеньках, на помойке, для того, чтобы президент страны Владимир Путин смог обнулить свой срок и позже править уже до 1936 года. И вот вдумайтесь только, кто-то родился в 2000 году, и он в 1936 году скажет: мне уже практически 40 лет, но я никогда не видел другого президента, я никогда не видел другой власти. А самое прикольное, что с этой властью вот сидят такие Дмитрий Петровский, депутаты из Ярославля, которые обвиняют даже таких крупных блогеров с десятками миллионов фан-базы, и не боятся этого делать, и пытаются им вменить какие-то там исправительные работы. И самое прикольное, он обвиняет Юрия Дудя в том, что тот бездельник, и пишет нам, он прям в своем посте в Фейсбуке, что у Юрия Дудя не было там никакой работы, он палец о палец не ударяет, и у него никчемная жизнь. И вот у меня сразу мысль, а это разве не оскорбление? То есть то, что Юрий Дудь выложил Ярославскую дорогу вот такую и написал поправки в Конституции, это позор, это оскорбление? А вот это вот никчемная жизнь — это не оскорбление. И вот знаете, в такой момент просто стоит задуматься, а что будет с вами? Что будет со мной, с простым человеком, который напишет что-то на своей страничке или в Инстаграм, если даже Дудю хотят дать год исправительных работ, хотят дать штраф, неизвестно вообще, что хотят еще дать, мы еще не знаем, чем это закончится. Подумайте, что может быть за ваше мнение, за ваш пост, что будет с вашими родителями, которым не нравится 36 лет сидеть при одном президенте, хотя они уже и так пожилые, а вместе с этим президентом будут такие Дмитрий Петровский, которые, кстати, в своем фейсбуке вообще всех засирают, вот как минимум, что у него там есть. Он там написал пост об орфографической ошибке в Конституции. Да, там люди нашли ошибку, и вот этот депутат из Ярославля, он написал, что главная ошибка — это поддержка институтов, которые существуют за народный счет, за счет государства. Он считает, что там сидят какие-то просто вот транжиры и ничего не делают. И их надо просто перестать спонсировать государству. А кого спонсировать, Дмитрий, вас что ли? По-моему, уже хватит. Господь дал мне такое счастье поработать на благо своей страны. Связь, с которой я всегда очень ощущал и ощущаю. Рады. Или рассчитывать, или считать, что однажды взобравшись в какое-то начальственное кресло, оно должно принадлежать тебе пожизненно, до гробовой доски, считаю абсолютно неприемлемым. Он там оскорбляет деятелей культуры, он оскорбляет геев, называет их боевыми пидорасами. Других депутатов, своих коллег, называет клоунами, рассуждает о неправильности американской политики. То есть он много чего делает, вы можете сами посмотреть. Открыто оскорбляет людей, я, если честно, не хочу даже в это вникать, я просто пролистал. Но еще этот человек предлагал отменять пенсии, медицинское страхование, еще он доктор, который лечит онкологию. И как-то вот, знаете, после всего этого немножко страшно с онкологией попасть куда-то, особенно в Ярославле. Он даже топтал iPhone в одном из своих там видео в Инстаграме, потому что это якобы американский продукт. И вот такие депутаты из Ярославля могут просто испортить чью-то жизнь, посадить за что-то раз и навсегда, за какую-нибудь картинку, за пост в Инстаграме, испортить вашу жизнь за какой-нибудь не тот ролик. И если вот этим людям давать спуск вот с таких вот ситуаций, да, когда он берет просто даже большого такого блогера, ему не страшно наказать за какое-то слово позор, а самому ему не стыдно писать там 1000 оскорблений в своем фейсбуке, блин, на это никто не реагирует.
реагирует. Даже Facebook ему выдал предупреждение, но никто из вот этой вот политической банды ему даже замечания не сказал. И он продолжает это делать, и на полном серьезе Дудю может прилететь что-то. Что будет с нами? Что будет с вами за пост ВКонтакте, в Инстаграме? Я знаю, что в Ярославле подобные дела тоже были, и проблемы были. И поэтому мне кажется, вот спуск к этому давать нельзя, и надеюсь, всякие политические блогеры, типа там Алексея Навального и прочих, они будут рассматривать таких персонажей более подробно, чтобы им было неповадно. Ну а вас я прошу распространить этот ролик, в том числе и по политическим каким-то, может быть, каналам, ресурсам, потому что, насколько я знаю, из игровых ютуберов я, наверное, единственный, кто эту тему высказывается, могу ошибаться. Но, тем не менее, я считаю, что у меня аудитория как бы отдельная, и я должен доложить это дело до нее. Ну а для тех, кому это интересно, подобные новости я решил постить у себя в Инстаграме в отдельной папочке. Там будут все вот такие самые интересные вещи, которые связаны с Конституцией, с поправками. Ну и многие меня спрашивали, кстати, в Инстаграм, что я об этом думаю. И я думаю, что это неправильно, и этого допускать нельзя. Все, что они делают, они фальсифицируют систему, конституцию, которая должна нести как раз-таки основы, надежду какую-то нам, а они ее просто переписывают под себя, чтобы захватить страну опять. Поэтому я считаю своим долгом высказаться об этом, хоть у меня игровые новости, но тем не менее. А вас я попрошу распространить это дело и подписаться на меня в Инстаграм, там будет удобнее, наверное, следить за всеми этими новостями. А сейчас переходим к игровым новостям. И начнем, конечно же, с GTA. Мало того, что игроки получат дофига бонусов в плане денежных, когда они перейдут с одной консоли на другую, а я напомню, что следующая новая версия GTA 5 выйдет именно на PlayStation 5, помимо вот этих вот ненужных всяких ништячков, в игре также будет добавлено классное освещение. PlayStation 5 версия GTA 5 будет включать поддержку RTX. В расширенной версии игроки смогут увидеть, как выглядит игра при естественном освещении. Насчет контента, конечно, вряд ли они что-то добавят, но то, что будет улучшение графически, это не будет просто перенос с PS4 на PS5, это скорее всего, потому что целый год они взяли на раскрутку. В игре появится больше NPC, бродящих вокруг, и более густой трафик на дорогах. Ну и, конечно, прорисовка и прочие мелочи. Кстати, Илон Маск в своем твиттере пошутил на тему выхода GTA 6, который, походу, теперь состоится реально в 2023 или 2024 году. Илон это сделал при помощи вот такого поста с картинкой, как Rockstar выжимает последнюю каплю из GTA 5. И на самом деле так оно и есть. Куда интереснее информация о ремейке Мафии, который выйдет уже в конце августа. Как известно, в отличие от ремастерит GTA 5, это будет полноценный ремейк, переделанный с нуля. И поэтому даже внешность персонажа поменяли, но поменяют еще и сюжетные моменты, добавят кучу нового геймплея. В ремейке первой Мафии нам подробнее покажут семью и друзей Томми Анджело, которые получат больше экранного времени. Как сказали разработчики, чуть больше они поднажмут на любовную линию для героя Сары, ради которой Томми и совершает свои преступления. Ну а наши коллеги-мафиозы Полли и Сэм тоже будут расширены, и у них будет как бы отдельные миссии, которые раскроют их жизнь. И из игры уберутся монотонные моменты, когда ты долго едешь по пустой улице. В первой Мафии были именно пустые улицы, кто играл, тот помнит. Вот эти моменты будут разбиты различными интересными катсценками. Что больше меня радует, то что разработчики учли критику однотипных побочных заданий из Mafia 3. Они сказали, что такого больше делать не будут. И это самое главное, потому что меня прям вот тошнило конкретно от этих заданий. И вообще, честно говоря, хотелось бы, чтобы Hangar 13, это студия, которая занимается разработкой Мафии ремейка, вообще отложили Мафию 3 подальше и делали все с нуля. Но нет, боевая система будет все-таки взята для ремейка полностью из Мафии 3. Но обещают, что перестрелки станут куда кровавее, и каждая пуля, которая у вас попадает, будет ощущаться, и вы, скорее всего, будете откидываться. В игре будет полностью переделано освещение, будут добавлены мотоциклы, на которых вы сможете погонять. В настройках, как во второй Мафии, будет доступен режим упрощенного вождения и усложненного, реалистичного. Также вы можете выбрать поведение полиции, то есть более реалистичное или менее. Релиз состоится уже 28 августа, но и помимо этого Hangar 13 сказали, что работают над другой игрой, не сказали название, но скорее всего это Мафия 4. Вероятно, на хайпе первой Мафии они хотят еще и четвертую нам закинуть. Также, готовя этот выпуск, я очень много копал информации по Outlast Trials, это третья часть Outlast, но абсолютно нет никакой информации. Известно лишь, что это не прямое продолжение предыдущих частей игры, а скорее спин-офф в той же вселенной. События будут происходить в середине холодной войны, ну а мы будем подопытные в какой-то опять больнице, и над нами, судя по всему, будут делать эксперименты. Игра, кстати, будет заточена под кооператив, но не под VR, хотя может показаться поначалу, что это прям VR-игра.
Ну и если вы еще не видели ролик по Киберпанк, где я собрал все геймплейные подробности, то появились еще некоторые. Как стало известно, в новой игре CD Projekt Cyberpunk 2077 не будет кастомизации машин. Вы можете прокачать силу и угонять разные машины в игре, но улучшить их не получится. Вы можете просто украсть уже модифицированную. Поигравшие журналисты также отмечают, что поведение окружающих вас NPC в игре очень реалистично. Они ходят в туалет по-настоящему, они смотрят на вас, и если вы на них пялитесь, они разозлятся и подойдут, набьют вам рожу. Короче, очень это все напоминает Red Dead Redemption 2. Ну а если вы качаете хакерство, то в игре вы сможете даже взломать базу данных полиции и начать выполнять работу полицейских, примерно как это было в GTA, только теперь вам придется их разыскивать, видимо, при помощи всяких технологий. Также информация насчет доступности множества квартир в Cyberpunk 2077 оказалась неправдивой. Скорее всего, у вас будет какая-то одна квартирка, где и будет ваш штаб. В игре будут романы, в которые вы сможете вписываться, и эти романы возможно только после определенных диалогов, решений, которые вы ответили правильно. Ну то есть нельзя соблазнить совершенно какого-то случайного человека. Это такой долгий путь будет в игре. Ну а час реального времени в Киберпанк будет равен 8 часам игрового. Хочется обрадовать всех фанатов игры UFC, потому что уже 12 июля на Бойцовском острове на UFC турнире будет анонсирована 4-я часть симулятора MMA UFC 4. Честно говоря, я очень жду, потому что в 3-ю я уже очень много наиграл. Ну и следующие интересные новости появятся только в июле, потому что Ubisoft покажут свои игры. Там будет Watch Dogs, Assassin's Creed и что-то еще. Ну а по слухам, в августе Rocksteady должны показать новую игру про супергероев. Скорее всего, это будет Batman Суд Сов, но есть такая информация, что еще разрабатывается игра по отряду самоубийц. Точной информации никакой нет, но было очень много утечек именно по Суду Сов. Будем ждать и смотреть. А это пока, наверное, все новости за эти 2 недели, которые мне хотелось рассказать. Извините, что выпуск получился таким сумбурным, просто создавая его, я не хотел просрочить определенные новости, и в то же время я не мог не проговорить свое мнение насчет политической ситуации в России. Когда дело касается таких серьезных изменений, и депутаты уже переходят все рамки, об этом все-таки нужно говорить, особенно когда у вас есть аудитория. Поэтому прошу распространить этот ролик, если есть возможность, скиньте это в какие-то политические, возможно, каналы, я не знаю, ресурсы. Ну и поддержите меня в комментариях, потому что, эту тему затронуть всегда немножко сложно, подвести, а рассказать об этом. Ну а с вами был Олег Пазл, такой вот немножко искренний ролик, спасибо вам, народ, за просмотр. А вам рекомендую посмотреть также вот эти видео, например, все подробности Киберпанка и пасхалки из Last of Us 2 и монстры оттуда. А я с вами прощаюсь, всего крутого вам, народ, и счастливо.